Всем доброго дня! На одном из форумов я нашел просьбу человека, который попросил приготовить журик. Ударение на «у», потому что журек, тут уже все граждане Казахстана напряглись, это сердце. Имейте в виду, мы будем готовить польский суп, а не казахское сердце. Ударение на «у». Я сам этот суп никогда не делал, но я заинтересовался историей, мне было интересно. И вот что я разузнал. Происхождение рецепта этого супа стар, как моя борода. И я не знаю, насколько правдоподобна история происхождения этого супа. А дело было так. В одном польском городе жил-был и не тужил один жадный пекарь, который одновременно являлся и владельцем корчмы. Но тот еще был тот чепушила. Разводил людей на бабки, не доливал пива, не докладывал мяса. И жители этого города решили его проучить. Наняли такого же афериста, дали ему мешок с деньгами или деньгами и спровоцировали следующую ситуацию. Этот аферист, назовем его так, может быть это был хороший человек, засветил бабло и решил заключить пари с пекарем. Он ему предложил следующее, что ты приготовишь самый дешевый гадкий суп, а если я его съем и он мне понравится, то ты мне отдашь корчму, пекарню и рецепт этого супа. А если нет, если у меня желудок сведет, то я тебе отдаю всю капусту. Ну, в смысле бабки. Ну, пекарь подсуетился, взял старой закваски, которая у него была в пекарне, бросил туда пару гнилых луковиц, забросил немного чесноку, старого бекончику, сварил все это безобразие, тем самым не подозревая, что сварил неплохую похлебку. И дал попробовать этому посетителю. Тот, отведав тарелочку, сказал: супчик прекрасный, и заказал еще. И таким образом пекарь проиграл пари. И ему пришлось отдать секрет рецепта супа и пекарню с корчмой. Ну, насколько это правда, я не знаю. Но, тем не менее, история интересная. Суп этот считался похлебкой бедняков, которую со временем облагородили. И сегодня я вам покажу, как этот суп готовится. Основным компонентом журика является так называемый заквас. Это не то, что там по-немецки. Можно понять, как «скажи что-нибудь». Заквас. А именно заквас. От слова закваска. Ее можно как купить, а можно сделать самому. Что я и сделаю. Готовится закваска очень просто. Но единственное, что время приготовления ее будет составлять от 4 до 6 дней. Ну, в зависимости от того, насколько у вас в квартире тепло и так далее. Для него мне понадобится 5 горошин душистого перца, который я раздавлю. Понадобится перец горошком черный с десяток. Тоже раздавлю. Понадобится чеснок. Я делаю это для того, чтобы аромат всего этого быстрее раскрылся. И понадобится 2 лавровых листа. Все это я отправляю в банку. Далее, для заквасу нам понадобится 1,5 литра теплой воды. Теплой, не горячей. И только затем добавляем муки. Просто так удобнее, чтобы мука у вас не полетела вверх раньше времени. 150 граммов ржаной муки. Всю эту массу я тщательно перемешиваю венчиком. Накрываю полотенчиком, чтобы мухи не залетели. И отправляю в теплое место, пока еще батареи греют. Вот у батареи пускай эта банка у меня стоит. В день я ее буду по 2 раза по возможности тщательно перемешивать. Вот и все. Ничего сложного. Моя закваска в общей сложности простояла 5 дней. Теперь у нее уже легкий кисловатый запах. Имейте в виду, если вы будете ставить закваску, если вы не уважаете запах чеснока, а он будет присутствовать в течение всего этого времени, то лучше чеснок тогда не добавляйте в закваску, а добавляйте непосредственно в суп. И помимо ржаной муки, если у вас по каким-либо причинам нет ржаной муки, то вы закваску можете с таким же успехом сделать и на овсе, то есть на геркулесе. Ну вот на таком. Ну, в принципе, он продается во всех магазинах, которые я знаю. На то количество супа, которое нужно мне, то есть 4 литра, я бы взял 4 стакана жидкости и 1 стакан овсяных хлопьев. Этого будет достаточно. Так, готовую закваску я процеживаю через сито. Как вы помните, я добавлял туда и чеснок, и лавровый лист, и душистый перец. Все это нам уже не нужно. Помогаю половникам все процедить. Но эту часть мы всю уже выбрасываем. Она уже себя отработала. Ну и передвигаюсь к плите. Будем готовить бульон. Для начала отправляю 5 горошин душистого перца и 2 лавровых листа. Добавлю немного растительного масла и 2 небольшие луковицы. Вот лук стал уже прозрачным.
я добавляю немного сухих грибов. Они просто у меня есть, это не обязательно. Если у вас есть, хорошо, если нету, то нету. Я добавлю также сюда обрезки от овощей, которые я буду добавлять. Эта опция тоже не обязательно. Добавлю кипятка, буквально литра полтора. Да, у меня оставались еще от шампиньонов ножки. Я добавлю их сюда же, чтобы придать просто бульону более крепкий вкус. Дам бульону закипеть. Бульон у меня закипел, я убавляю температуру и добавляю в него копченый подчеревок. По-польски он называется боче. То есть это копченая грудинка. У меня она копчено-вареная, поэтому жарить я ее не буду. Если же у вас такой нету, то вы можете прекрасно использовать сырокопченый бекон. Он продается у нас в Германии в любом магазине. Для супа обязательно понадобится белая колбаса. Это является основным элементом. Я заехал в польский магазин и купил уже, усложнил себе жизнь, сырую колбасу. Она может быть даже и лучше. Она пускай готовится дольше, но она вкуснее. Бульон я не солил, потому что грудинка соленая, колбаса соленая. И вода у меня кипеть не должна, иначе колбаса может лопнуть. Накрываю крышкой и готовлю 40 минут. Также для супа нам понадобится копченая колбаса. Мой выбор пал на краковскую. Я ее обжаривать не стал, я ее запек в духовке 15 минут при температуре 210 градусов. Как только шкурка лопнула, все, она готова. Почему я так делаю? Потому что так вкуснее, так аромат раскрывается лучше. Да, если вы решитесь готовить с сырокопченым беконом, то его желательно предварительно, конечно, обжарить, а уже потом варить. Журик в разных регионах Польши готовят по-разному. В некоторых добавляют картофель, в некоторых нет. Я картофель добавлять не буду, так как рецепт супа старый, то в то время картофель в Европу еще просто не был завезен. Поэтому я отдал предпочтение кореньям, которые можно было в то время украсть у более богатого соседа, если у тебя самого не было. Это значит корень петрушки, корень сельдерея и морковь. Их я порезал на небольшие кубики. Также в рецепте супа присутствует куриное яйцо. Яйца я отваривал сразу с холодильника в кипящую воду 10 минут. После этого вынул и остудил в холодной воде. Лично я предпочитаю колбасу, в моем случае, без кишки. Ее я просто-напросто удалю. Если кто-то любит, может оставить. Да, что уместно будет еще добавить буквально пол чайной ложки тмина, если он у вас есть. Очищенную краковскую я режу на 4 части вдоль и нарезаю вот такими небольшими кусочками. Так, ну вот по истечении 40 минут колбаса готова. Отправляю ее сразу в холодную воду. Ну и окорок сюда же. Сразу остужу. Пока они остывают, я процежу бульон. Ну а затем через сито с бумажной салфеткой. При этом я просто поймаю еще какой-то небольшой процент жира, который я удалю. Пока бульон процеживается, я займусь белой колбасой. Окорок нарежу на кубики. Так, у колбасы я кишку удалю. Да, белую колбасу вы можете не обязательно поехать в польский магазин. Вы можете также купить и в немецком магазине. Правда, ее не всегда продают, но тем не менее. Если уловить момент, то можно ее купить. Но немцы такую белую колбасу традиционно едят со сладкой горчицей и с булочкой. У меня колбаса грубого помола, и я вижу, что более мелко порезать ее не совсем хорошая идея, поэтому я ее порежу остатки шайбами. Да, и если белая колбаса была предварительно уже отварена, не так, как вот у меня сырая, то ее не нужно готовить 40 минут. Ей достаточно 10-15 минут. Главным условием является, чтобы вода не кипела или бульон, потому что иначе она лопнет. Ну вот такое количество мясных продуктов я буду использовать при приготовлении 4-литровой кастрюли супа. В кипящий бульон я отправляю коренья. И добавляю 1 литр закваски, только 1 литр. Я отлил небольшую часть бульона, буквально небольшую, для того, чтобы впоследствии смешать его со сметаной и добавить уже в готовый суп. Дам супу покипеть буквально 5 минут и только после этого добавлю соль. Во время приготовления овощей не забывайте время от времени, вот так вот лопаткой, проходить по дну кастрюли, потому что мука имеет свойство хорошо пригорать ко дну кастрюли, чтобы вы это имели в виду. Добавлю соли
овощи через 5 минут будут готовы, и я добавляю уже всю мясную продукцию. Как вы видите, за счет муки суп у меня стал такой бархатистый, густой. И еще один секретный ингредиент, который добавляется в журек, это хрен. Длина и толщина значения не имеют. Свежий или в банке значения не имеют. Я натер свежего хрена буквально 20 грамм. Это не обязательно, но этот ингредиент имеет место быть. Овощи в супе готовы. И теперь я добавляю в бульон, который я оставил в кастрюле, 30% сметану. Для жителей Германии это крем-фреш. Продается в любом магазине. Тщательно перемешиваю, чтобы сметана равномерно разошлась с бульоном. Если мало ли вы надумаете добавлять в суп картофель, то картофель предварительно отварите в бульоне. Только после этого добавляйте закваску. Иначе просто картошка в кислой среде будет готовиться намного дольше. Все. Однородная консистенция готова. И мы отправляемся к плите. Добавляем в суп обязательно майоран. Эта приправа в этом супе является ключевой. То есть без майорана, без белой колбасы и без закваски не стоит даже начинать варить этот суп. Плиту я отключаю и добавляю сметану, разбавленную с бульоном. Суп как таковой кипеть уже не должен. Сделал я это для того, чтобы сметана не свернулась. Пробую еще раз на соль. Меня все устраивает. Суп у меня готов. Мне в свое время посчастливилось уже раз побывать в Польше. Было это больше 20 лет назад. Как раз я сдал только экзамен на права. И один мой знакомый пришел ко мне и сказал: у нас есть 2 битые тачки, их нужно отогнать в Польшу. А так как, говорит, нас водителей только я один, а второй только тот, который знает, куда нужно везти, нам нужен еще один человек. Ну и попросили меня отогнать машину. Я, естественно, согласился, потому что для меня это было своего рода практикой вождения. И вот таким образом я побывал в Польше. Чуть больше 1000 километров. И там в свое время я попробовал другой польский суп под названием флаки. Где-то называют их флаки, где-то называют флачки. Этот суп пришелся мне тоже очень по вкусу. Ну вот. Да, что касаемо закваски, я рецептуру немного уменьшу. То есть вместо 1,5 литра жидкости я возьму всего 1 литр, чтобы у нас получилось приготовить все за один раз, чтобы без остатков. Так, ну вот. Разрезаю 10-минутное яйцо. Готово. Если вам понравился рецепт этого супа в моем исполнении, оставляйте мне ваши комментарии, делитесь этим видео с вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго и до новых видео.